Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. В комментариях просили, чтобы я реализовал предмет 4 тира, мантию короля. И сегодня я буду реализовывать ее на 1000%. Во-первых, классные реликвии. Мне очень нравится, особенно гнездо Маморы. Надеюсь, в этот раз она меня не подведет, и до 10 раунда мне упадет то, что мне надо. То есть это, скорее всего, либо антимаг, либо же Манки Кинг. Если упадут оба, то, в принципе, замечательно. Я буду одного из них, соответственно, реализовывать, а одного, скажем так, сделаю мейн керри, чтобы у меня был более-менее хороший старт. Как вы, наверное, уже догадались, я буду играть через охотников, и я хотел бы на самом деле добавить кунг-фу. И скажу сразу, это будет самый имбовый билд, который только можно собрать. Даже керри Свен с ваншотами своими будет, ну, как по мне, намного слабее, если собрать, естественно, вот такой вот билд. Почему? Ну, давайте объясню вам сразу. Смотрите, если вы играете через мантию короля, то синергия охотников встроится в Манки Кинга. Если у вас есть демон, то, соответственно, вы и этот демон встроится в этого же Манки Кинга. То есть у вас будет шанс, что у вас сработает синергия охотников. Это первое. Второй момент. Когда сработает синергия охотников, то, соответственно, вы не только ударите обычной тычкой, у вас еще будет чистый урон благодаря вашему демону. Ну, естественно, если вы не заблочат. Если, соответственно, его со старта заблочили, то, естественно, у вас не будет как бы чистого урона. Плюс синергия кунг-фу. Я думаю, если сложить все эти пазлы воедино, то вы сами понимаете, что это происходит. Там Манки Кинга палка будет лететь по всем и вся, вот только куда же душа пожелает. Ну, надеюсь, естественно, он не будет кусокрыво, лишь бы живо кидать его. Ну, ладно. В общем, вот такой вот у меня план, а вот реализация какая будет, неизвестно, потому что мы знаем, что есть такая особенная черта у этой игры, это рандом. Рандом лютейший, вот казино, полное казино. Ну-ка, что мне сейчас за предмет 4 тира упадет? Хочу людей на самом деле, хочу людей, если мне, соответственно, не упадет охотники полные. Так, ну молнию берем. Молнию беру, потому что я играю через охотников. Была бы гномья брошка, я бы взял гномью брошку. Но на самом деле даже молнии, как по мне, будет намного профитнее, чем вот эта гномья брошка. Охотников со старта у меня как бы нет. Ну, а зачем они нужны? Правильно. Вот. Уже как бы старт мне подсказывает заранее о том, что, Саня, легкой игры не жди. Не жди. Вот не надо ждать. Не надо. Все будет так, как ты любишь. Потно, с криками, с матами, с воплями, с нервами. То есть, ну, и их отсутствие, естественно. А вот были бы у меня сейчас охотники, я бы этих 4 развалил бы без шансов. Но охотников нет, поэтому зачем они нужны, правильно? Ну-ка. А вот представьте на мгновение, я бы сейчас собрал фурионов 2 звезды, взял бы не Мьёльнир маленького уровня, а взял бы Рок Войны. И что бы это было? Там бы Фурион в Соляру тащил любую катку. Ну, я имею в виду любой раунд. До 10-го так точно, я думаю. Потому что, извините меня, когда у вас Фурион ранний, вы 2 звезды с Рогом Войны, все как надо, разваливать он будет нечуть делать. Ну, короче, и в задницу. Иди в задницу ты, Фурион. Я возьму нежить. Знаете, я пока озвучил свою мысль, я решил такое, ну, раз нет охотников, у меня есть нежить. Поэтому что? Правильно, давайте реализуем нежить. Надеюсь, конечно, мне Тракса придет ранее. Надеюсь, ко мне придет конь. Это охотник нежить, еще один. И Муэрта, чтобы поставить 3 охотников. Это будет прям вообще вышка. Это будет прям высший класс. На самом деле, в этой катке можно было бы сыграть через эту нежить полностью. Ну, давайте пока вот... Неплохо. Неплохой такой старт, мне нравится. Так, 3 охотника. Можно, в принципе, распродать людей. И взять уровень 5. 5 уровень. Знаете, я, наверное, полных охотников вот так вот поставлю. Не знаю, наверное, это, конечно, будет ошибкой. Хотя, может, и не ошибкой. Можно было бы, конечно, 3 нежить поставить. Но 3 нежити это такое себе. Вот если 6 поставить, тогда вот замечательно будет. Но 3 нежити как-то так. Как-то так. Грустно, печально и лучше не надо. Так, ну я понял, тут мне без шансов вынесли. Да. Вот сейчас бы у меня стояла нежить. Вряд ли бы что-либо изменилось. Вряд ли. Так, один есть. Хорошо. Так, у меня по сути... Не, ну, у меня только, получается, 4-5 нежити. Можно попробовать чисто ради теста нежить поставить.
По-моему, какая-то хрень выходит, да? Ну, сейчас как бы сделаю 3 охотника. Не, нежить классная. Для старта она хороша. Особенно если у вас есть 3 нежити охотники. Потому что вы поставите, естественно, синергию охотников. Если вы сверху докинете еще фул 4, 6 нежити, то будет замечательно. 4, 6, 5, 10, 15, 20, 18. Боже, чисто рандомные цифры назвал. Кстати, как вы могли понять, то ролик выйдет с опозданием. Потому что я вчера отдыхал тоже, и позавчера отдыхал, поэтому 2 дня подряд ролик выходит в 6 часов вечера. Но я думаю, как бы отдыхать все-таки надо, ребят. И всем советую, что нужно отдохнуть, потому что тогда, на самом деле, вот вы отдохнувшие, зашли в игру, поиграть, все дела. Боже, вот насколько я замечаю, что ты более какой-то расслабленный, что ли, ты как-то, ну, просто на релаксе играешь, понимаешь? Вот даже сейчас я играю в катку, и мне абсолютно все равно, получится, не получится у меня собрать эту идею. Получится классно, не получится, ну и хрен с ним. Вот реально хрен с ним. Вот на таком вайбе и нужно играть. Вот у меня Муэрта не пришла, зато чуваку пришла. А мне плевать, а мне плевать. Кто такой скажет мне сейчас в комментариях: да, плевать тебе, ага, у тебя глаз телипается от таких фраз. Я вижу, я замечаю, что у тебя глаз телипается. Не, на самом деле это удивительно, что мне не пришла ни Муэрта, ни Конь до сих пор. Но самый прикол в том, что будет, когда я захочу распродать уже нежить, и когда мне вообще не нужна будет эта нежить, и уже полноценно поставлю 6 охотников. Кстати, это бот. Это бот. Он не закинул предметы, хотя, может, это и не бот. Может, это чисто там чел какую-то, не знаю, тему себе решил сделать. А ну-ка, давай, тычки сейчас не сработают. Чекайте, чекайте. У меня мой охотник-зверь сделал 3 или 4 тычки, ни одна не сработала. Зато у моего противника сработала. Как надо, вот как часы. Хорош, хорош. Я считаю добротно. Как по мне, это бот. Как по мне. Да, у него такая расстановка непонятная. Ну да, это скорее всего бот, потому что он даже предметы не раскидывает. Хотя никнейм на самом деле такой, что это не бот. Антимаг уже появился. У-у-у. Это плохо. Ой-ё. Да, знаете, я вот как во вчерашнем ролике говорил, Антимаг слишком слабый персонаж. Его пора бафнуть. Реально пора бафнуть этого антимага. Пора. Ты просто покупаешь его со старта. И сразу у тебя победка. Сразу, моментально у тебя победка. Вот так должно работать это. А не вот это вот еще 20 раундов потеть сверху, 30 раундов потеть сверху. Вот зачем оно ему надо, правильно? Зачем, ребят? Вот зачем оно ему надо? Просто купил и автовин сразу. Сейчас, кстати, будут мобы. Я немножко нежити еще оставлю. Хотя, на самом деле, можно было бы распродать свой стол и выйти в нормальную, адекватную экономику. Но, я все-таки хочу целенаправленно попробовать собрать охотников через кунг-фу, через мантию короля и Манки Кинга Керри. Даже если Манки Кинг Керри у меня не получится, я бы хотел попробовать через Медузу это провернуть. То есть, смотрите, у меня было бы, допустим, фуловая синергия кунг-фу, у меня был бы какой-то демон, у меня была бы Медуза, я бы собрал эту Медузу, естественно, и в Медузу бы закинул мантию короля. То есть, в Медузе были бы все синергии, как бы, которые у меня были на столе. То есть, это кунг-фу, это синергия демона, и все как надо. То есть, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вот. И еще, ребята, кто вдруг не знает, у меня проходит в моем телеграм-канале конкурс. Поэтому заходим, читаем все условия в закрепленном сообщении. Опа, Мамора. Опа, Манки Кинг. Сюда, 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 сюда. Давай, 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 давай. Есть. Успел. Так, ну что, смотрим, за обуз... получится обуз или не получится? 1 из 9 есть, окей, давай. А ты ж какой. Ну, ты, 1 из 9. Нет, чтоб 2 из 9, там 1 из 9. Падло. Ой, какое ты падло. Жалко, у меня нету 6 охотников. Было бы у меня уже 6 охотников, было бы намного проще стартовать. Так вот, за конкурс, ребят. Все условия этого конкурса находятся в телеграм-канале в закрепленном сообщении. Читаем, участвуем, не стесняемся. Там я еще... ну естественно, то есть мне 1 Манки Кинг, чувакам там 2 антимага. Угу. Нормально. Ну, адекватно. Да, нормас. Не спорю. Давай хоть чуть-чуть уже.
Чел с 3 двойками, 21 монетки на 6 уровне. Хорош, хорош. А ты такой неплохой. Нормально. Мне нравится. Так. Это 6 охотников, да? Так, нежить я убираю. Она не нужна. 5 из 6, точно, я провтыкал. Нежить я убрал не просто так, если что. Кстати, можно поставить, наверное, 2 орков. Или же оставить как есть. Пока закерю Мирану. Она 2-го уровня. Четко. Немножко эльфов поставил. Но можно, в принципе, было бы поставить еще 2 орков плюс 150 хп. Хотя, на самом деле, сейчас плюс 150 хп, как, ну, как по мне, слезы. Давайте попробуем. Попробуем. Абадон 2 звезды, неплохо. Не, на самом деле у меня такой стол. 1 из 9. Манки Кинг. Ага. Ясненько, понятненько. Винстрик сюда! Плюс бабки. Чисто плюс бабки. Отлично. Так, у меня еще 6 охотников появилось, да? Еще и жрец. Боже, какой кайф. Какой это кайф. Так. Не гуляй. Отлично. Все, у меня теперь есть 6 охотников. Сейчас игра немного полегче будет. Потому что 6 охотников, как мы знаем, это то, что доктор прописал. А еще сейчас как бы все распродал. У меня 39 из 40 монет. Манки Кинг 1 из 9. Ну что ж. Ладно. Кстати, ребят, я выпустил вчера необычный ролик. Его не так много народу посмотрело, ну всего лишь там 700 просмотров где-то и 200 часов по просмотрам в целом. Короче, ребят, мне нужен ваш фидбэк насчет вчерашнего ролика. Напишите мне либо под этим роликом, либо под вчерашним роликом. Напишите, как вам этот ролик, насколько это было интересно и необычно. То есть мне нужен от вас фидбэк полноценный. Ну ты просто, забуксовал аж на месте, понимаете? Я ж на месте забуксовал вот этого происходящего. Ты, вот хочется, понимаете, вот на языке вертится куча нецензурной брани. Вот вертится. Ладно, окей. Ты у меня будешь как мой талисман, отвечаю. Я тебе даже собирать не буду целенаправленно. Вот смотрите, короче, я сейчас забиваю на то, что он должен ко мне прийти, и я от него буду играть и все такое. Кстати, чел меня вынес. Ну, Тимак не имба, всего лишь 2000 урона нанес. Просто так, как с куста в единицу. Угу. Так вот. Я сейчас забиваю на Манки Кинга. Полностью забиваю. То есть я не рассчитываю на то, что он ко мне... Ну ты падла. Ну ты просто падла 1 из 9. Ну-ка, ребят, пишем в комментариях, для кого это жиза. Для кого это жиза? 15 раунд, 1 из 9. У меня удался только один абуз, который был на 10 раунде. Падла. Тварюка. Это не Манки Кинг, это не нечто. Короче, смотрите, все. Продолжаю ту мысль, о которой начал говорить. Я сейчас полностью забиваю на этого Манки Кинга. Не рассчитываю на него ни грамма, и он ко мне приходит к раунду 30-му в 3 звезды. А так я буду играть сейчас через кого? Правильно, через полностью охотников. Если мне придет антимаг 2 звезды, то буду, соответственно, играть через антимага и губы закаточной машины. Ой-ой-ой, антимажик. Боже, я только тебе говорил, и ты молодой пришел ко мне. Какая ты моя бусинка. Вот это мне нравится. Но эти предметы, значит, мне не нужны. Давайте рискнем. Давайте или не давайте? А давайте. Пожалуйста. Пожалуйста, давай. Вот эти вот предметы, которые сейчас упали, они вроде бы классные, но они мне не нужны. У меня сейчас слезы из глаз будут идти. Сейчас плакать буду. Не, ну на самом деле то, что мне МКБ упало, это классно. Мне даже Манки Кинг 2 из 9 стал. Обалдеть. Ничего себе.
Ничего себе. Ну там топчик, у него там вообще стол такой шикарный, что просто диву даешься. Тут, кстати, классная игра была бы для фулл мехов. Гоблина мехи. Это была бы реально классная игра. Да. Не, ну ладно, окей. МКБ более-менее хороший предмет, потому что он мне даст гарантию на 100% попадание, если вдруг появится какой-то эльф. Если вдруг появится какой-то эльф. Если эльф не появится, то вообще плевать. И тогда это будет юзлес предмет. Плюс у меня есть охотники, понимаете? Охотники контрят эльфов. Как ни крути, но охотники в действительности контрят эльфов. Контрят. И все. Вот это нужно понять. Они их контрят. И когда бы я собрал мантию... Кстати, Манки Кинг 2 звезды. Спасибо. Спасибо. И когда бы я собрал мантию, у меня в любом случае было бы гарантированное попадание. Вот эти вот 65% и так далее. Знаете, что я только что понял, что я сделал? Я клевер рольнул. А клевер-то имба. Зря этот клевер рольнул. Надо было вот этот вот предмет минус 6 брони ролить. А не клевер. Клевер имбовый предмет. Да, я протупил немного. Знаете, почему он имбовый? Смотрите, этот бы клевер, что бы он делал? Первое. Он бы увеличил шанс срабатывания синергии охотника. Второе, он бы увеличил шанс срабатывания синергии кунг-фу. Вот это вот, ну, я думаю, вы сложили плюс-плюс, и получился плюс, огромный плюс такой, вот, не знаю, на весь монитор плюс. Так, не икай, Саня, не икай, а то я уже чувствую, знаете, как будто икнуть хочу. Но не надо, я не хочу весь ролик икать, это будет смешно очень, очень, но не для меня. У меня 72 хп сейчас, в принципе. Довольно-таки неплохой стол, и, кстати, чел держит гнездо Маморы и даже не пытается его апать. Почему? Кстати, чел, видите, тоже хочет себе сделать охотников. И через антимага. Через 4 из 9, обалдеть. У меня Манки Кинг начал расти. Ребята, признавайтесь, кто там держит за меня сейчас так жестко кулачки и полностью всю мою неудачу от меня откатывает. Короче, вот этот чел, который сейчас имеет винстрик. Ай-яй-яй, он мою Мирану свапнул, и я-то думаю, почему, где моя Мирана? Где мой урон? А и урона-то нет. Потому что он свапнул мою Мирану. Вот нехороший человек. А, кстати, конь только что пришел. Не знаю, может он приходил до этого, я как-то не обращал внимания, но вот сейчас ко мне пришел конь. Класс, класс, замечательно, спасибо. Лайк. Однозначно ставим лайк вот такому вот коню. Да, это, конечно... Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Короче, чел тоже хочет себе сделать через мантию короля и антимага. Это на самом деле жесткая имбовая тема. Поэтому, ребят, ни в коем случае не недооценивайте это. Потому что если вдруг кто-то соберет охотников через скерри антимага, а особенно, не дай бог, чтобы он его в 3 звезды собрал, то это будет конечное. Конечное, причем не для него, а для вас. И я сейчас не рофлю. Это слишком сильный билд. Я не пойму, это бот или не бот, но судя по расстановке, это бот. Плюс у него проигрыши. И предмет он не закидывал до этого. Ай, короче, да хрен с ним. Бот, не бот, плевать. У меня еще нос только что заложило. Боже. Что это начинается? Алло, не надо так делать. Чего ты не юзаешь гнездо Мамора? Объясни мне, пожалуйста. Ты для кого-то держишь или как? Он, ну, давайте будем честны. Сейчас из-за того, что он не юзнул гнездо Маморы, у него нет антимага в 2 звезды, а не дай бог он его в 3 звезды бы выкатил. У меня был бы жесткий конкурент, если бы я собрал всю свою синергию. Ну, короче, давайте так. Сейчас у меня в действительности более-менее неплохая ситуация. У меня есть все для хорошей игры пока что. Тьфу-тьфу-тьфу. На самом деле мне не хватает гиперстона. Мне не хватает буст 3-го тира. Либо же еще... Короче, много чего мне еще не хватает для хорошей игры. Но, в принципе, пойдет. 58 хп есть. Сокровище Джека мы берем. Ну-ка. Спасибо. И антимаг, спасибо. Спасибо, что почтили своим присутствием. Спасибо. Спасибо. Рольнуть ничего не могу. У меня как бы нету. Ставлю 2 антимагов, потому что в 2 антимагов я больше верю, нежели в эту паучиху. Я бы даже эту паучиху скипнул. Но пока что скипать не буду. Мало ли она в 2 звезды придет. 6 из 9 Манки Кинг. О, магия. Это проблема.
Хотя на самом деле это не особо проблема. Я, в принципе, знаете, как могу поступить? Я возьму морского волшебника. Морского волшебника. Поставлю. Сделаю себе небольшой, как бы... Небольшое сопротивление от его способностей. То есть как-нибудь завейджу его урон магический. Но... Ну, надо в любом случае будет искать не шарбезны. В любом случае. Да, мне в любом случае нужно будет искать шарбезна. Если я не соберу шарбезны, а он найдет себе посох третьего тира, то он меня так будет бить. Ой-ой-ой. Я забыл, как меня зовут, когда он меня будет бить. Кстати, не имбовый антимаг, всего лишь 2600 урона нанес. Спасибо. Ладно. Все, я уже, наверное, этой фразой всех задолбал. Но, в принципе, просто, ну, это смешно уже. Я, если что, не горю с этой темы. Это уже смешно становится. Это дико смешно становится. Вот так медузочку покупаем. Пока что 2 волшебников ветки сделал, но на самом деле мне нужен морской волшебник. Будет у меня синергия первого уровня морских. Это будет топ. Паучиху продал, потому что она не особо... 79. Неужели? Неужели у меня получится сделать Манки Кинга в 3 звезды? Я давно Манки Кинга в 3 звезды не собирал. Очень давно не собирал. Я не знаю, вот, блин, если так честно посудить, я Манки Кинга собирал, наверное, ну, месяц назад в 3 звезды. Но это чисто из-за того, что я не играю на мете. То есть я стараюсь не играть на мете. Я стараюсь сделать что-то необычное, интересное и тому подобное. Кстати, минус чел. Отлично. Так, можно, в принципе, попробовать рискнуть. Можно, в принципе, попробовать рискнуть. Я, кстати, если что, уровень не просто так беру. Так вот предметы в снайпера перекину. Уровень я не просто так беру. Смотрите, мне нужен 10 уровень для того, чтобы полностью реализовать свою задумку. То есть, если мне падает мантия короля 89, боже, не дай... Пожалуйста, пожалуйста, на следующем раунде пусть мне Манки Кинг 3 звезды будет. Я его сейчас реализовать не могу, потому что, ну, мне некак его реализовать, естественно. Но я надеюсь, очень надеюсь на то, что ко мне сейчас он придет 3 звезды. Так, ну-ка давай. Так, ну тут гоблины пока что меня вынесли. Боже, это будет круто, если МК будет 3 звезды. Ну пока что у меня что-то по хп вообще не очень. 43 хп, это плохо. Давай, Манки Кинг, давай, я молю, вылазь. Да! Все, мне нужно, мне срочно нужна мантия. Срочно нужна мантия. Мантия. Кровь из носа мне необходима эта мантия. Так вот распродаем. Хотя на самом деле я, наверное, поспешил то, что антимага распродал. Наверное, поспешил. Наверное. Слышишь, Джакира, у тебя не слишком свежее дыхание изо рта, судя по всему. Ты мне 8000 урона нанес только что просто у моих 3 чуваков. У меня так мало хп осталось, что это очень плохо. Мне по-любому здесь магический деф нужен. У меня 34 хп. Боже, знаете, что это сейчас будет, скорее всего? Ладно, я не буду говорить, потому что если я скажу... Хотя нет, это не так звучит. Ай, да ладно, короче. Короче, скорее всего, меня сейчас вынесут. Скорее всего, с таким МК меня вынесут. Я бы мог как-то, знаете, по-другому сейчас переиграть это все, но я хочу все-таки показать что-то необычное. И самое имбовое я хочу показать. Вот самое имбовое, я считаю, что это самое имбовое, потому что если вы собрали себе кунг-фу охотников, то все, это разрыв тоталити. Надеюсь, у меня получится сейчас. Вот у меня сейчас, кстати, есть предметы, я, наверное, их скипну. Попробую. Даже если, кстати, Doom прилетит в Манки Кинга, я все равно буду разваливать. Там 2 мага, но мне шарбезный нужен. Получится? Пожалуйста. Пожалуйста. Напишите вот сейчас в комментариях. От 1 до 10. В какой я сейчас ситуации нахожусь? И напишите название этой ситуации.
Мне нужен морской волшебник, если что. У меня сейчас есть фуловое кунг-фу, но у меня нет реализации этой фуловой кунг-фу. Понимаете? Короче, пишем в комментариях от 1 до 10, в какой я ситуации сейчас нахожусь. И название, соответственно, этой ситуации. У меня есть энергия демонов, у меня есть все, у меня в принципе все замечательно. Вот реально у меня все, в принципе, замечательно. Кстати, вместо паучихи я поставлю сейчас этого охотника, будет у меня немного баф зверей. У меня есть эльфы, эльфы это хорошо. Я потом вместо вот этого эльфа-волшебника поставлю морского, и будет вообще... Оу май! Хо-хо-хо-хо! Вы видели? Вы видели эту палку? О, еще и морской. Я, кстати, пока... Да и демона продам пока. Пока что продам и демона. Пока мантии у меня нет, продам и демона. Там, кстати, топ-1 все равно через ведьмаков играет. У меня демонов не будет пока что. Жалко, у меня 6 эльфов нету. Я их пока что и никак и сделать не смогу. Да я и вообще сделать их никак не смогу, потому что я играю через кунг-фу. Блин, мне нужна мантия. Мантия нужна. Срочно нужна мантия. 2 мага там есть. На самом деле 2 мага испортили мне всю малину. Если бы не 2 мага, я бы мог уже рольнуть предметы и попробовать найти себе еще раз мантию 4 тира. Кстати, ну, на самом деле, даже магия это не особо проблема. У меня все предметы есть, у меня есть даже синергии немного, чтобы контрить этих магов. То есть, смотрите, у меня есть шарбезны, у меня есть морские. Морские выйдет 30% магического урона, то есть они сбрасывают. Плюс шарбезны, который дает мне нереальное количество сопротивления. Найду мантию, мне еще и мантия давать будет сопротивление магическое. Вот, смотрите, просто 0 урона, молодой. Смотрите, палочка сейчас, давай. Палочку, чисто так. Ау! Засадил по пол. По самой главной. На самом деле там есть чел через нежить. Я его опасаюсь. Знаете, почему я его опасаюсь? Потому что не дай бог он ко мне придет, и не дай бог он снесет половину моего стола. Не дай бог. Если он снесет половину моего стола, я вылечу. Если он снесет половину моего стола, я вылечу. Поэтому опасаемся нежить. Хотя на самом деле это обоюдоострый меч. Посмотрите, даже если он снесет половину моего народа, он заспамнит зомбарей, а соответственно для Манки Кинга это то, что доктор прописал. Потому что чем больше юнитов он заденет, тем соответственно лучше его палка будет реализована. Потому что у меня... Кстати, у меня же новый Battle Fury еще есть. Этот Battle Fury сейчас 50% урона дает АОЕ. Смотрите, смотрите. А ну давай. Ну куда ты свою палку кинул, ты? Вот так вот надо кидать свою палку. Понял? Еще, кстати, клоака магическая дает плюс 50% магического сопротивления. То есть, смотрите, у меня есть бусы. Ой, бусы. У меня есть шар бездны, который дает 50%. У меня есть вот эта клоака, которая дает 50%. Плюс у меня будет еще мантия. Это, короче, я от магии защищен на 150%. Но, кстати, там 2 мага. Да все. Им хана этим магам. Им хана этим магам. Все, я этих магов сейчас ощущать не должен. У меня морские, у меня шарбезны, у меня клоака новая, вот это вот плащ-пальто назовем его, дает 50% магического сопротивления, вот это вот новое плащ-пальто. То есть у меня сейчас плюс активация еще артефакта шарабезны есть. В общем, у меня сейчас полностью такой заряженный манкикин против магии. То есть магов я вообще не опасаюсь. Для меня маги — это слезы. Они будут плакать, когда я к ним буду приходить. Ну-ка, давай, вот сейчас маг ко мне пришел. Ну-ка, смотрите. Ой, а что там по урону? Урона-то вообще нет как-то, да? Ну, бывает. Ой-ой-ой. Всего лишь там у меня 75% магического сопротивления. Ой-ой-ой-ой-ой. Это если что, он еще 90% мне скидывает. Было 75, потому что, короче, у меня шарбезна работал. Шарбезна работает, что 10 секунд в радиусе 3 клеток, дает плюс еще дополнительно 50 магического сопротивления, только в радиусе 3 клеток. Это вдруг кто не знает. Потому что часто идет вопрос из-за того, что описание шара бездны не поправили в нормальный перевод. Кстати, 2 цепочки нашел. Я на самом деле немного не понимаю вот таких вот людей. Вы играете на магах. Неужели вы не понимаете, что посох 3-го тира это самый имбовый предмет? Он даже пробивает морских под шаром бездны. Неужели вы этого не понимаете?
Но я думаю, тот, кто меня смотрит, по-любому находит посох третьего тира. По-любому. Поэтому я вот, знаете, когда попадаюсь против своих подписчиков, вот там реально надо потеть. Они используют мои советы, и это прям жестко становится. Но они не знают, как я играю еще. То есть, если они видят, что я играю на какой-то нестандартном билде, то они знают, как меня, соответственно, можно опрокинуть на этом нестандартном билде. А еще они знают про метовых персонажей, что скипать их сейчас не надо, если вы хотите чисто поднимать себе циферки. Вот антимаг, Манки Кинг, вот это вот все, это то, что доктор прописал. Агоним нашел. Хорош. Думаю, он тебе очень поможет. Понимаете, у меня сейчас есть энергия охотников, но у меня нет мантии. Кстати, 9 нежити. С третьим уровнем Абаддона. Блин, без боевого пропуска, конечно, неудобно. С боевым пропуском у меня бы показывалось, кто ко мне приходил, и я бы более-менее был уверен в том, что ко мне сейчас нежить не придет. Ой-ой-ой. А, ну плевать на тебя, ты хрен знает где стоишь, поэтому мне абсолютно плевать. Он нашел башер, вот этим башером он мог меня законтрить. Хотя на самом... Ну да, он мог мне спокойно законтрить. Он бы прыгнул, дал бы стан, и у меня было бы всего лишь 2 секунды окна, чтобы его вынести. Хотя если бы у меня была мантия, я за 2 секунды... Оу! Хо-хо-хо-хо! Помните, я говорил уже не первый раз, то что Monkey King 3 звезды это лютая имба. Почему? Объясняю, ребят. У Манки Кинга в 3 звезды с его палки 2 секунды стана. У меня сейчас скорость атаки у моего Манки Кинга, ну, 0.8-0.9. Короче. Я накинул этот стан, у меня тычка стакнулась. Дал еще 2 тычки, чел даже не успел выйти с предыдущего стана, он сразу получает второй стан. А теперь представьте, у меня сейчас будет мантия короля. Ну, я надеюсь, по крайней мере, если она мне упадет. Падает мне мантия короля. Я с этой мантией королей буду просто миллион тычек в секунду давать. Там все, там будет хана. Там будет хана ему. Но больше всего я опасаюсь это нежить. Без боевого пропуска... Короче, в чем плюс боевого пропуска? Когда вам кто-то приходил, ставится галочка возле его ника. И поэтому в следующем раунде он к вам не... Нет, нет, нет. А ну. Давай палку, как надо. Давай, 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 давай. Бам! Бам! Да не имба этот ваш этот Манки Кинг. Не имба. О, 0.6 скорость атаки. Я пока что, если что, волшебника демона брать не буду. Не буду. Кстати, остался всего лишь один маг. Только вылетит этот маг, я сразу свои предметы скипаю. Сразу, вот просто. На лету. С 2 ног скипну эти предметы. Фу. Жестко. Аж в горле немного пересохло от такой каточки. Вы понимаете, в чем абсурдность ситуации? Смотрите, у меня есть охотники, у меня есть кунг-фу. Да? Я сейчас выигрываю чисто из-за того, что у меня есть Monkey King в 3 звезды. Он даже не реализован на 150%. Просто у меня есть Monkey King 3 звезды, который одной палкой только что снес всех. Просто из-за того, что Monkey King. У меня даже нет дополнительной синергии к нему. То есть у меня сейчас как бы есть все, но нет ничего одновременно. Кстати, еще одна клоака упала. Плащ-пальто сюда. Все мы помним трек, да, плащ-пальто. А ну-ка в комментариях напишите вот это плащ-пальто. Что? Я жду этих комментариев. Жду этот комментарий. Плащ-пальто. Мак, давай ты уже вылетишь, пожалуйста. У меня столько куча лишних предметов. Приди ко мне, я тебе помогу пойти в Next. Приди ко мне. Вот приди ко мне. На самом деле, если бы этот чел нашел себе посох 3-го тира, для него опасность составлял бы только я. Всех остальных бы он сметал и так, хотя он и так их сметает вроде. Но вот с нежитью там могут быть проблемы, но для него была бы опасность это я. Из-за того, что у меня куча магического сопротивления. Ну, для меня маг это, ну, это слезы. Так, маг, здорово, здорово. Минус 20? Давай сейчас минус 20 поставим. Какой безоруж? Вот так вот. Вот так вот. Навы и шепотом. Ну, не смог его снести, он безоружно кинул.
Вот у него там провидец, который накинула без рук. Кстати, сейчас 35. Опа, -1. Но мы подождем. Нежить остался маг и остался нежить. Все. Все. Сейчас, скорее всего, будет конечная. Сейчас, короче, надеюсь, что мне упадет все-таки мантия. Падает мантия. Это будет разрыв тоталити. Всем будут фонарики. Фонарики на воздушном шарике. Так, у меня 4 эльфа. Это, ну, от эльфов мне толку как такового нету. Единственное, что Марс это может пару раз уклониться. Знаете, я на всякий случай, наверное, все-таки возьму БКБ, если оно упадет. У меня есть предметы как бы переделать что-либо. Надеюсь, мне повезет. Но даже если не повезет, я думаю, что я и без охотников вынесу. С охотниками это просто будет намного быстрее и легче. Так, мифриловый армор, отлично. Так, что упало? БКБшка. Вот БКБшку... Ну, я думаю, возьму. Я возьму, думаю, потому что, ну, не дай бог, какой-то шальной безоруж прилетит, хекс. Там все-таки есть нежить. И если это нежить, меня нормально так может напрячь. Меня это нежить может... Да. Все. Ну, все. Все. Короче, почему я так сказал? Хотя, наверное, лучше шар бездны все-таки обратно вернуть. В общем, смотрите и наслаждайтесь. Смотрите и наслаждайтесь, какой это сейчас будет разрыв. На магов мне плевать. БКБ меня, короче, защищает чисто от безоружия. То есть у меня будет... То есть у меня сейчас каждая секунда важна. Сейчас, кстати, я, наверное, полностью сролюсь. Не успею в любом случае. Так, пивнуха панда. Так, смотрим, наблюдаем. Смотрите, сейчас что будет. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Бэм! Бэм! А как? Душите, охотники. Так, нежить вынес только что мага. А как он меня вынес? Это что за хрень? Расстановка так повлияла. Кстати, панда пришла мне. Эмбер. Ну ничего, сейчас мы расстановку поправим. Не переживай, молодой. Сейчас мы все поправим. Не переживай. И твое лицо тоже поправим. Будешь красивым. Пивная панда так и идет. Медуза. Ну, кстати, медузу, может быть, лучше оставить. А ну-ка, сейчас я расстановку немножко поправлю. А то ты что-то какой-то слишком уверенный был в себе. Нормально ты меня только что так приокунул. Ну-ка. Дубль номер 2. Бам! Бам! Вот теперь лучше. Вот теперь лучше. Только мне непонятно все равно, как он меня вынес в предыдущий раз. А ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Вот такой вот у меня билд. Кайф. Кайфовый билд. Вот где твой скилл был зарыт. Вот где был скилл зарыт. У него была рапира. У него была рапира, и с помощью этой рапиры он меня снес. Вот как это произошло. А я-то думаю, откуда у него столько урона было? Он просто дал 2-3 плюхи, у меня мой Манки Кинг улетел. Но, как видите, сработало все как надо, его просто подчистую подкис. В общем, что я хочу сказать. Вот этот вот билд, это самый имбовый билд, который только можно собрать вообще, наверное, в игре. Ну, не считая Ведьмаков, Дракона, Свена. Ну, и просто там, знаете, сейчас демонов плюс Свена. Кстати, я эту каточку записал. И давайте сделаем следующее. Соберется 50 лайков под этим роликом. Я выпущу вам каточку, там, где Керри Свен через чистых демонов, без драконов. Я думаю, это будет очень интересно. Эту каточку уже записал, откомментировал, это все как надо там. Она есть, но сегодня я решаю его... Ну, мне захотелось сегодня отснять что-то, ну, другое немного. Поэтому сегодня будут охотники плюс кунг-фу и Манки Кинг. Короче, вы и так это все прекрасно знаете, потому что по превьюшке все и так будет видно. Но 50 лайков под этим роликом, и, соответственно, вы увидите каточку. Это демоны плюс Свен без драконов.
Ну и, соответственно, с ведьмаками. Короче, вот этот билд, я считаю, что это очень сильный билд, который почти невозможно законтрить. Потому что Monkey King в 3 звезды дает вечный стан, плюс даже если вы ему отключите вот этот стан, который он накидывает с палки, то есть вторая проблема, он будет у вас стычек ваншотать. Напомню, что синергия кунг-фу снижает хп на 50%, а если у вас меньше 50% хп, он ваншотает вас. А так как у меня была мантия, у меня был еще чистый урон с руки, поэтому воины не помогут. Единственное, что может вам помочь, это предмет 5 тира, вот этот щит, который может вернуть урон полностью, то есть прям, знаете, кэшбэк вам вернуть, и может ваншотнуть вас. Второй момент, если вы поставите Никса и сработает ваншот на Никса, тогда вы тоже можете себя ваншотнуть. И третий момент, это предмет 2 тира, который возвращает 50% нанесенного урона. Чистого, магического, плевать какого. То есть вы себя тоже можете ваншотнуть. Но это все то же самое, по сути, как играете через демонов Свена Керри и драконов. То есть то же самое. Но тут именно в кунг-фу. Но вот этот билд, я считаю, самый сильный и самый имбовый. Вот серьезно, я считаю, это самый имбовый билд, потому что, во-первых, чистый урон с руки, ваншоты с палки, просто стычек. Даже если вы Манки Кинга не можете реализовать, вы можете реализовать иных керри. То есть вы можете поставить в медузу это все, и у вас будет медуза бить синергия кунг-фу. То есть вариантов 1000. И придумать как бы их реализацию можно спокойно. Плюс, ну, как вы видите, у меня там пачка синергия чистая. В общем, все. Я все рассказал, все сделал, показал, вы сами все увидели. Круто? Да, естественно. Поэтому, ребят, что думаете по поводу этой катки, напишите в комментариях. Ну и, соответственно, за количество лайков вы знаете, об этом повторяться не буду. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Telegram канал закреплен в описаниях и в комментариях закреплен. А еще на экране у вас появится QR-код. Всем удачи!